Теракт в Крокусе к утру обрел вид, о котором можно говорить хоть сколько-то предметно. На момент записи ролика в 14:48 по Москве известно о 150 подтвержденных погибших. Эти цифры превышают официальные данные о жертвах теракта на Дубровке в 2002 году и приближаются к независимой оценке жертв Нордоста. Автомобиль «Рено», на котором прибыли, а затем и скрылись террористы, задержан в Брянской области. ФСБ отчитались о поимке 11 человек, предположительно причастных к теракту. В Крокусе продолжают находить тела погибших. Люди целыми семьями прятались в туалетах и под лестницами, где тела теперь находят десятками. Это уже однозначно несравнимо ни с терактом в Домодедово 2011 года, ни со взрывом в московском метро в 2010. По числу погибших это однозначно крупнейший теракт со времен захвата школы в Беслане, и подсчет жертв, к сожалению, пока не окончен. Это пока то, что понятно точно. С остальным, включая даже гражданство задержанных, то ли таджикское, то ли российское, государственные и окологосударственные источники не определились. К утру стала плюс-минус ясна хронология событий. Мы точно знаем, что террористы не встретили никакого сопротивления. Первые спецподразделения прибыли к концертному залу, когда все было уже кончено. Террористы расстреляли людей, подожгли зал, загрузились в автомобиль и скрылись. Нью-Йорк Таймс со ссылкой на американские спецслужбы возлагает вину за теракт на группировку «Исламское государство». А специалисты в расследованиях по открытым данным опознали на опубликованных фото и видео с места преступления достаточно новый автомат, вставший на вооружение российской армии несколько лет назад, АК-12. Мы уже не первый раз убеждаемся, не нужно относиться к официальным предупреждениям американцев легкомысленно. Если те говорят, Россия собирается развязать войну или в России готовится теракт, то, скорее всего, промахнуться только с датой. В очередной раз выяснилось, что американские спецслужбы действительно заняты делом и знают о происходящем в России гораздо больше, чем вся раскормленная силовая гильдия. По сути, это единственная тема, на которую можно сейчас говорить уверенно, не опасаясь сказать какую-то глупость из-за дефицита информации. Российские спецслужбы абсолютно продолбали самый дерзкий теракт в истории новой России. С психопатом-одиночкой не в состоянии справиться никакая спецслужба мира. Это, к сожалению, реальность. Когда обиженный на весь свет упырь получает охотничий билет, вооружается и в произвольном месте в произвольное время убивает людей, это невозможно предсказать или предотвратить. Если только не установить прослушку каждому жителю страны прямо в мозг. Мы знаем, что такие люди могут обойти любой жесточайший контроль над оружием. Но не купит он карабин, значит, сделает бомбу из скороварки. Не сделает бомбу, арендует фургон и врежется в нем в толпу на фестивале. Такие люди — неизбежное зло. Если такого рода преступление кто-то решил совершить, остановить его можно разве что случайно. В Крокусе точно не тот случай. Не нужно быть специалистом, чтобы увидеть тут хорошо подготовленный и организованный теракт. Автомат АК-12 нельзя купить в военторге. Это новая модель автомата, поступившая в серийное производство только в 2018 году. Оружие это еще не в таком количестве произведено, чтобы им был завален весь мир, как более старыми версиями Калашниковых. Тут имеет смысл не делать своих выводов, а сослаться на заслуживающие доверия выводы экспертов, в частности, на Руслана Левиева. Попадание такого автомата в руки террористов свидетельствует о существовании в России цветущего черного рынка армейского вооружения. Проще говоря, с фронта и ближайших к нему территорий при полнейшем бардаке и коррупции течет такое количество оружия, что сегодня вообще не проблема купить что угодно, было бы желание. В довоенное время террористы пользовались охотничьим или кустарно переделанным из гражданских образцов оружием. Сейчас же доступ к армейской амуниции – это просто вопрос денег. Когда кровавая банда уголовников под брендом ЧВК «Вагнер», не имея на то никаких законных оснований, получает от армии танки и гаубицы, очень наивно думать, что в этом хаосе можно уследить за трафиком стрелкового оружия любой убойности. Нападение не было спонтанным ни по месту, ни по времени. Крокус очень удобная локация для теракта. И чтобы погубить много людей в моменте, и чтобы быстро скрыться, минуя плотный московский трафик, посты и перекрытия. Поведение террористов совершенно не похоже на поведение смертников. Они, видимо, знали, что в окрестностях комплекса нет никаких сил, способных их остановить. Знали, что окажутся далеко за пределами любых кордонов, пока разъезжающееся по домам в пятницу вечером начальство будет одуплять происходящее, а по загруженным дорогам начнет прибывать спецназ. Российские спецслужбы, имея полный законодательный и технический арсенал,
всей тщательной подготовки и организации умудрились не заметить. Как так получилось? Все просто. Не бывает на свете спецслужб, которые одинаково хорошо занимаются борьбой с фантомными врагами народа, слежкой за оппозицией и политическими убийствами с одной стороны, и настоящей борьбой с вооруженными террористами с другой. Террористы берут автоматы и убивают людей. Они не пишут комментарии во ВКонтакте, не стоят с одиночными пикетами, не организуют политические партии и избирательные штабы. Они не выпускают аналитические ролики на Ютубе. Вообще не особо стремятся заниматься публичной политикой, на борьбу с которой мотивированы российские силовики. Тем более во время войны, когда внимание этих силовиков отвлечено на чужие территории и чужих граждан. Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ занимается поиском активистов штабов Навального, разоблачает террористические сети, созданные ею же самой, и ловит школьников, которые что-то не то написали в чате компьютерной игры. У них список террористов и экстремистов, наряду с реальными людьми, причастными к террору, включает в себя писателя Бориса Акунина, например. Все перечисленные признаки отнюдь не свойственны реальной эффективной антитеррористической службе. Да, в ФСБ тоже идут работать нормальные люди, которые хотят бандитов ловить, а не школьников-оппозиционеров. Но они на пушечный выстрел не подойдут к этой службе по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. А если и подойдут, то быстро перестанут быть нормальными людьми и также быстро поймут, что ловить реальных террористов совсем не обязательно, чтобы получать на погоны звезды. Если ты развращаешь спецслужбу, призванную бороться с терроризмом, она начинает заниматься всем чем угодно, кроме борьбы с терроризмом. Перейдем к менее очевидному, к подозреваемым. Примерно вся независимая аналитика указывает, что теракт осуществила организация «Исламское государство». За событиями последних 2 лет, а скорее 4, с самого начала пандемии, исламский терроризм совершенно утратил медийные позиции. Всемирный локдаун, война в Европе, нападение Хамас на Израиль, амбиции Китая по Тайваню. Новостная лента настолько плотно забита хтонью, что ИГИЛ и Аль-Каида казались словами из позапрошлой жизни. Казалось, что международный терроризм ушел на пенсию, что те, кто хочет убивать неверных и друг друга ради царства Аллаха на земле, сами по себе устарели и разбрелись. А они не разбрелись. Исламский терроризм существует и чувствует себя хорошо. И сколько бы российское начальство не объявляло Запад своим врагом, с точки зрения исламистов Россия — это такой же точно Запад, как США, точно такой же враг. Исламистам даже не нужно никуда посылать свои войска. У них хватает поклонников по всему миру. Видимо, сегодня у радикального ислама нет равных в построении идеологии, соблазнении и вербовке людей. С точки зрения этих организаций и этой идеологии, успешный теракт — это демонстрация силы, а успешный теракт в большой стране, под завязку набитой спецслужбами, демонстрация устрашающей силы и могущества. Логику эту невозможно понять, находясь вне исламистской идеологии. В чем тут демонстрация силы? В чем доблепривлекательность людей, воюющих с безоружными? Но на то она и идеология, что создает для вовлеченных отдельную картину мира, в которой работает только особая логика. Для ИГИЛ Россия не та страна, чье начальство ручкается с Хамасом и привечает талибов. Это страна, которая воевала с мусульманами на Северном Кавказе, разрушая общины в Чечне и Дагестане. Впрягалась за неверного алавита Асада в Сирии и пришла с войной в Афганистан. Для них не работает идиотский принцип, который исповедует российский режим. Враг моего врага мой друг. Дескать, мы будем дружить с любыми людоедами, если людоеды эти против США. Но ИГИЛ в гробу видал Россию и трижды плевал, с кем у нее там конфликты. Она враг по факту своего существования для них. Потому что является государственным образованием, чуждым радикальному исламу и его целям. Сейчас ИГИЛ не пребывает в коме, как могло показаться. Совсем наоборот. На севере Афганистана, на территориях без контроля и власти, ИГИЛ, выдавленный со своих традиционных мест обитания из Ирака и Сирии, смог стационарно обустроиться, а значит, может активизировать вербовку и организацию терактов. Россия, чьи спецслужбы напрочь забыли, чем должны заниматься на самом деле, Россия, набитая оружием, оборот которого никак не контролируется, всецело занятая бессмысленной войной, открывшая границы для каждого, кто хочет пострелять в людей, такая Россия выглядит как более привлекательная и достижимая цель, чем США или Европа. Россия выглядит как большой и сильный враг радикального исламизма, но как враг, который утратил контроль над ситуацией и достаточно себя ослабил, чтобы его можно было успешно атаковать. Понятно, что сегодня мы не можем быть уверены ни в чем, но пока именно такое рассуждение выглядит логичным.
У ИГИЛ был мотив и была возможность для совершения теракта. Все выглядит так, что ИГИЛ – самый вероятный виновник произошедшего в Крокусе. Все остальные версии пока звучат либо как лютая конспирология, либо как подгонка фактов под привычную картину мира. Но это не значит, что уже к вечеру не выяснится что-то, что поменяет все, и эти рассуждения не будут казаться вздором. Как всегда в таких ситуациях, мы работаем в режиме реального времени и стараемся держать вас в курсе событий и в контакте с реальностью в той степени, в какой можем. Теракт этот будет иметь последствия, в том числе и в первую очередь политические. Об этом будем говорить, когда с самой трагедией ситуация плюс-минус прояснится. Пока же в очередной раз выражаем поддержку пострадавшим и соболезнования семьям погибших. В конце хочу напомнить, что у нашей второй редакции «Объектив» есть телеграм-канал, куда мы постим оперативные новости о ситуации. Если хотите, подписывайтесь, ссылка будет в описании. До вечера или до завтра.